Друзья, вот такие красивые анимации выглядят, конечно, круто, но кажется немножечко приелись. Но вообще говоря, в них есть толк, потому что это классные разметки для наших данных. И, как вы видите, здесь довольно большое количество заметок. То есть конкретно в моей базе сейчас около 1500 заметок. И метод разметки, метод построения кросс-референсов, вообще говоря, работает и помогает нашим нейронкам быстро ориентироваться по нашим собственным знаниям. Конечно же, как вы понимаете, все вот эти кросс-референсы и поиски взаимосвязи между файлами мы делаем не вручную, делаем с помощью нейронок. И мы изучали с вами этот вопрос очень подробно. Вот в этом видео все началось с прекрасного твита Андрея Карпатова, который породил целую лавину попыток разметить свои данные так, чтобы нейронки в них ориентировались, на 100 баллов. Как вы помните, мы с вами обсуждали вот в том видео метод, когда нейронка сама пробегается по нашим сырым файлам, достает оттуда ключевые топики, выписывает эти топики, создает на основе этого индекс-файл, который является некоторым содержанием, который каждый раз, когда мы с ней коммуницируем, уходит в контекст. Нейронка изучает индекс-файл, по нему находит соответствующие файлы, где содержится нужная нам информация, формирует на основе этих файлов свой ответ и отдает ответ обратно нам, пользователям. Этот метод работает прекрасно, то есть мы с вами это изучали, тестировали на практике. Это реально клевый рабочий механизм, который дает полноценный контекст и при работе с нашими текстами. И надо сказать, что работает это прекрасно, вне зависимости от вашей специфики, будь вы, не знаю, допустим, медицинский работник, который работает с данными пациентов, будь вы корпоративный работник, вы храните там свою документацию. По такому методу можно разметить вашу базу и отдать нейронке доступ к ней, она будет довольно быстро и хорошо в ней ориентироваться. Но в этом методе есть одна проблема. Каждый раз, когда мы что-то спрашиваем у нейронки, соответственно, в ее контекст попадает довольно большой файл индекса, потом очень много контекста из кусочков текстовых файлов, которые она находит. Все это довольно долго обрабатывается, все это довольно, может быть, дорогим в использовании, и мы, в принципе, тратим какое-то количество денег ощутимое для того, чтобы постоянно пользоваться такой системой. Как вы понимаете, если мы про это говорим, то мы должны осознавать, что есть и другие системы. Например, которые строят вот такие графы, которые довольно похожи на графы, которые мы видим внутри Obsidian, но тут они концептуально отличаются. Начало работы у таких систем довольно похоже. Они принимают на вход какие-то файлы, какое-то большое количество файлов, которые у нас есть, обрабатывают примерно похожим принципом, то есть ищут там какие-то смысловые участки, смысловые зоны, которые являются якорными ключевыми. Между такими участками, так же, как и в первом случае, начинают проставляться какие-то взаимосвязи, но записывается вся эта информация не в единый файл, как у первого варианта, который попадал бы в контекст к нашей нейронке, а из этого формируется очень много JSON-ов. Каждый JSON содержит в себе не просто какую-то ключевую информацию, а полную взаимосвязь, то есть так называемую ноду по графу, все взаимосвязи, которые попали, по мнению нейронки, в единую цепь. И таких JSON-ов может формироваться огромное количество по вашим знаниям. Делается для того, чтобы когда мы спрашиваем какой-то вопрос у нейронки, сначала выполнялись бы предварительные скрипты, которые без участия нейронки ищут релевантные JSON, то есть цепи знаний, которые соответствуют нашему вопросу. Эти бы ноды возвращались бы обратно нам, и мы бы потом с ними делали бы что угодно. Например, могли бы дальше разгонять, спрашивать какие-то вопросы, но связи у нас уже были бы. То есть на процесс формирования таких нод мы тратим токены, да, но на процесс подбора необходимой информации, необходимых нод мы не тратим токенов. Выполняют скрипты, дают нам весь контекст. И инструменты, которые позволяют нам делать вот такие манипуляции, говорят о том, что экономить токены мы можем раз в 40-50 даже. То есть какие-то астрономические цифры. Давайте разберемся, реально ли это так. Прежде чем мы с вами разбираемся, с вас лайк, там внизу подписываемся на канал и оставляем какой-нибудь комментарий, чтобы это видео увидело как можно больше человек. И опять, там же внизу есть ссылка на нашу про-группу, где есть топовые мастер-классы по Claude Code, по NVCMN, по Google Antigravity и огромное количество про-материалов, которые
прям раскрывают тему искусственного интеллекта и выводят вас на новый уровень, поэтому обязательно тоже к нам заскакивайте. Друзья, а также все ссылки на ресурсы, которые мы сейчас с вами посещаем в рамках этого видео, я положу в свою бесплатную телеграм-группу, забирайте оттуда и идите по моим шагам. Инструмент, про который мы сегодня будем говорить, называется Grapify. На самом деле, я хотел бы даже поговорить про класс инструментов, потому что подобных инструментов уже огромное количество на рынке. Этот, наверное, успел завоевать популярность, набрал почти 70 тысяч звезд на гитхабе. И, в принципе, он делает ровно то, что мы с вами обсудили на пальцах, на картиночках. Он изначально заточен на работу с Claude Code, но сейчас они уже добавили поддержку огромного количества платформ, в том числе Pi, который мы вот изучаем последние пару видео. Обязательно смотрите последние пару видео, мы обсуждаем эту оболочку Pi, крутая штука. И мне кажется, логично было бы сегодня попробовать с ней тоже поработать, для того, чтобы наши знания из Obsidian с помощью этой оболочки прокрутить через Grapify и посмотреть, насколько эффективно все работает. Итак, что же у меня за монструозный такой Obsidian? На самом деле ничего в нем такого нет. Это просто Obsidian, куда сваливаются все мои данные, которые я получаю в процессе своей деятельности. То есть тут, когда мы проводим какие-то митинги, все концепты митингов сваливаются сюда. Если мы проводим какие-то созвоны идут сюда. CRM-ка, где у нас клиенты, все идет сюда. Какие-то ежедневные персональные заметки, все идет сюда. И если вы помните концепт Карпатова, то он заключается в том, что мы не занимаемся разметкой этих данных. Да? Почему оно все так выглядит красиво? Потому что мы загружаем в эту базу только сырые данные, то есть, например, транскрибации звонков, транскрибации наших переговоров, CRM-ка дает свои данные. А потом раз в какое-то время нейронка по методу, который придумал Карпаты и рассказал всему миру, нейронка все это перерабатывает, ищет там какие-то ключевые взаимосвязи, все это слепливает вместе, проставляет кросс-ссылки, и мне после этого остается только общаться с нейронкой на основе этих данных. Она сама все делает, сама ищет необходимую информацию, и я получаю очень быстро какие-то важные для себя инсайты. Опять же, так как мы с вами работаем с Pi, вы можете работать в Claude Code, кодексе, в принципе, одно и то же. Я Pi запускаю в каталоге, который у меня открыт в Obsidian. Вот у меня каталог Work, как вы видите, вот у меня тот же самый каталог Work, который сейчас, в котором я сейчас открылся. Я просто, так как у меня здесь установлен Obsidian CLI и соответствующий скилл, мы это обсуждали в прошлом видео, кстати, очень классная тема, реально ускоряет работу с Obsidian, я могу спросить любой вопрос по своей базе, которая уже размечена предварительно. Я говорю, посмотри по Obsidian, какое решение мы приняли по PDF-парсингу, то есть мы много раз обсуждали внедрение PDF-парсинга для каких-то своих внутренних задач. Я хочу, чтобы все это сейчас быстренько нашлось, так как я попросил использовать Obsidian. Вы видите, как довольно круто Obsidian производит поиск, да, по PDF-парсингу, находит все релевантные знания, начинает раскрывать каждый файлик, в котором мы обсуждали это, то есть там что-то про встречи, что-то про какие-то отдельные записи, вон Doc AI, то есть я даже уже не знаю, как это все вместе живет, потому что размечаю это не я, размечает нейронка. Мне интересно получать полноценные ответы и смотреть, сколько я денег на это трачу. Как видите, что я сейчас уже потратил 22 тысячи токенов и продолжаю это делать. Предварительная стоимость нас не очень интересует, потому что я пользуюсь сейчас подпиской кодекса. И, соответственно, будем смотреть, какой будет ответ. Ну, я заранее скажу, что ответ будет качественный, потому что с Obsidian CLI и скиллом нейронка очень круто находит релевантные файлы, читает их, достает оттуда информацию и, в принципе, полноценно предоставляет контекст и ответ. Сейчас мы дождемся, что же нам ответит она. Да, обратите внимание, у нас нашлась конкретная встреча, когда мы это обсуждали. Решение вы
вынести часть задач по PDF-парсингу на этап 2, то есть в каком проекте мы это собираемся делать, что мы еще обсуждали на этой встрече, Llama Parse и PDF-парсинг, и там были зафиксированы еще, ну да, OCR и всякие экстракшены и другие темы, то есть довольно, в принципе, норм. Очень-очень маленький ответ, но на самом деле он содержит все, что нужно. Дальше могу разгонять «покажи мне эту встречу», но обратите внимание, что мы сейчас потратили с вами 44 тысячи токенов на отдачу, обратно получили 4500 токенов. Ну, в принципе, кажется приемлемо, но при этом я прождал порядка 1,5 минут, чтобы получить ответ. Обратите внимание, что у меня еще не самая большая база, то есть, как я сказал, тут 1000 или 1500 записей. Ну, в принципе, зафиксировали. А что будет, если мы с вами сейчас предварительно прогоним это, ту же самую базу через Graphify, предложим ему самому проиндексировать все, то есть создать свою структуру, создать свои ноды, и потом посмотрим, каким образом это начнет работать. Итак, каким образом устанавливается Graphify? Соответственно, нам просто нужно выбрать платформу, которой мы пользуемся. Как видите, что у меня сейчас Pi-агент используется. Соответственно, я выбираю эту команду, возвращаюсь себе в терминал, запускаю Graphify. Он у меня уже был установлен, соответственно, все быстро произошло. Обратите внимание, что он устанавливает сразу skill. Ну что, нам теперь с вами пора запустить нашего агента Pi, убедиться, что скиллы установлены. Да, и здесь я вижу skill Graphify. На самом деле, что нам остается сделать? Нам остается с вами воспользоваться слэш-командой, то есть мы начинаем писать Graphify. И сейчас, когда я отправлю эту слэш-команду своему агенту, начнется довольно долгий процесс, то есть он может у вас занимать минут 5-10, в зависимости от того, какая у вас база, то есть начнут выполняться все процессы, ваша база, ваши файлы, ваши тексты начнут индексироваться и начнут создаваться те самые JSON, чанки, которые мы с вами обсуждали в начале этого видео. Начинаем. Запускаем процесс и видим, что сейчас у нас все начинается. Ну что, у нас с вами потребовалось 10 минут для того, чтобы все это закончилось. Graphify создает отдельный каталог Graphify Out и помещает сюда огромное количество файлов. Но что нас интересует? Здесь есть кодекс чанки, то есть те самые чанки, которые сначала были определены как взаимосвязанные. После этого все ноды были записаны отдельно в каждый свой файл для того, чтобы мог происходить предварительный поиск по этим файлам. Здесь на самом деле огромное количество файлов. И мы с вами можем посмотреть огромный репорт, который содержит, во-первых, перечень того, что было сделано. И здесь, среди прочего, есть такие перечни, как God Nodes, то есть самые законнекченные ноды, то есть ноды он нашел, к которым больше всего ведет связей, или удивительные коннекшены. Например, он пытается найти какие-то вещи, о которых вы до этого не думали, а на самом деле они существуют. То есть это очень залипательно почитать, это как раз отчет для нас. Нас же с вами интересует, каким образом теперь это все функционирует внутри терминала и взаимосвязано с нашим агентом. На самом деле, для того, чтобы начать этим пользоваться, вам не нужен агент, потому что предварительные это все вещи происходят без его участия, да, то есть выполняются скрипты. Нам с вами достаточно выполнить несколько таких прикольных команд. Я говорю Graphify Explain PDF Parsing, я нажимаю, и, как вы видите, сейчас у меня сразу же моментально подтягиваются концепты, ноды, в которых содержится что-то, что отвечает моему запросу. Если я хочу провалиться непосредственно внутрь этих связей, этих нод, то я меняю свой вопрос. Я говорю Graphify Query PDF Parsing. Если я выполняю этот запрос, то у меня сразу подтягиваются какие-то ключевые знания, ключевые данные для того, чтобы я мог посмотреть, где встречается все, что соответствует моему запросу. Как мы понимаем, это сделано не для нас, это сделано для того, чтобы нейронка очень быстро могла получать этот ответ и уже после этого раскручивать его, формировать контексты, формировать ответы для нас. Как видите, вот здесь где-то Llama Parse, OCR архива, то есть очень похожие вещи, которые мы обсуждали в прошлый раз в поиске этой информации без Graphify. Помните, когда у нас ушло 1,5 минуты и там 44 тысячи токенов на выход и 4500 токенов на вход. Соответственно, сейчас мы сможем с вами уже провалиться в агента Pi,
Теперь мы понимаем, каким образом это работает. То есть все предварительные вещи происходят моментально, быстро, исполняются скрипты, подтягивают нужные ноды, нужные зависимости, а дальше уже работает нейронка. Соответственно, мне остается сделать буквально то же самое. То есть я говорю Graphify, и если я хочу получить, например, ответ на какой-то свой вопрос, я исполняю query и дальше пишу тот же самый вопрос. Меня интересует PDF-парсинг. Отправляем, видим, как моментально происходит все то же самое, что мы сделали вручную, но теперь это уже делает агент, получает весь этот контекст, пытается сейчас с этим совладать, проанализировать, дать нам какой-то ответ. Я расположил свои два терминала рядом, то есть, помните, это наш первый терминал, где мы выяснили, что основная информация содержится во встрече P35, и дальше мы определили, что по инструментальной части ориентир Llama Parse и Tesseract, и PDF-парсинг решили не тащить на текущий этап, поставили на второй этап. Обратите внимание, здесь намного больше встреч было найдено, включая ту самую P35. Агент говорит, что плотнее всего мы это обсуждали в P18, в обработке инвойсов. И как ориентир мы выбрали Llama Parse, Unstructured, Tesseract. То есть информация подробнее, больше релевантных чанков было найдено, больше релевантных записей. И самое сладкое, обратите внимание на показатели. В первой сессии мы с вами отослали 44 тысячи токенов, получили 4,5 тысячи токенов. Здесь мы отослали 6 тысяч токенов, получили 730 токенов. То есть даже с первого теста видно, что действительно разметка вот таким образом ваших данных имеет значение, имеет смысл, и надо пользоваться этим и экспериментировать с такой технологией. Если мы с вами еще выполним команду Graphify Benchmark, то мы увидим сводную аналитику, где будет написано, что он нам в 40 раз экономит токенов, что звучит, конечно, очень оптимистично. И мы помним, что время, затраченное на ответ, было несравнимо быстрее. То есть вместо 1,5 минут мы получили ответ с вами где-то секунды за 4. Ну что, друзья, на этом мы завершаем наше видео. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте лайк, комментарий и до скорых встреч.